Приветствую вас на кулинарной студии Ренка Поваренко. Сегодня мы с вами вновь одеваем колпачки и разогреваем в духовке. У меня для вас приготовлен рецепт невероятно вкусного кекса, поэтому сначала поставьте лайки. Этот рецепт заслуживает высоких оценок, потому что за последний месяц я его приготовила раз в 10. Чем больше готовишь, тем больше просят. Как всегда, у меня рецепт будет не обычный, не классический, что-то такое да эдакое. И сегодня нашей изюминкой будет нут. Мы с вами его перемалываем и на основе его делаем наш кекс. Вам понадобится 300 грамм отварного нута, полстакана темного изюма, 3 небольших яйца, столовая ложка мака, чайная ложка разрыхлителя, пара столовых ложек растительного масла и полстакана сахара. Первым делом нам нужно с вами перемолоть отваренный нут. Сделать из него, так скажем, нашу муку. Нут постарайтесь хорошо измельчить. Вот так выглядит перемолотый нут, рассыпчатый и ароматный. Помните, что у него ореховый привкус? Добавляем столовую ложку мака. Распаривать его не надо. Можно с горкой. Полстакана темного изюма. Обращаем внимание обязательно темного, потому что его вкус очень отличается от других светлых сортов, но именно он очень хорошо сочетается с нутом. А на самом деле у меня здесь в стакане не темный изюм, а сушеная черная смородина. Она дает кислинку, и это вообще, это, на мой вкус, это гораздо лучше темного изюма. И если у вас есть таковая в продаже, то обязательно возьмите ее. Чайная ложка разрыхлителя. Все хорошо перемешали. Теперь яйца. Их нам нужно очень хорошо взбить с сахаром в густую пенку. А в это время уже можете включить духовку на 200 градусов, чтобы она начала разогреваться. Три яйца, полстакана сахара. Вместо обычного сахара я использую фруктозу и кладу всего 2 столовые ложки, потому что фруктоза в 2 раза слаще сахара, поэтому много добавлять не надо. За 1,5 минуты, вижу время по камере, взбила яйца в такую густую пену. Теперь нам нужно это все перемешать и отправить в нашу форму. В смесь добавим 2 ложки масла. Рекомендую замешивать вилкой, чтобы не потерялась вот эта воздушная текстура взбитого яйца. Аккуратненько перемешать. Получается вот такая вот аппетитная смеська. Тесто. Теперь мы смажем нашу форму маслом. Вообще силиконовую форму смазывать маслом не надо, но для тех, у кого обычная форма, это будет напоминанием. Ставим духовку на 30 минут 200 градусов. Пока мы ожидаем наше лакомство, давайте я вам расскажу пару слов, чем этот кекс уникальный. Во-первых, нут, который очень сытный, потому что он богат белком, на четверть состоит из белка растительного. Затем мы еще добавляем яйца, да, тоже белок. И нут, он имеет свой специфический вкус ореха. И когда мы отваренный перемалываем, он же получается уже готовый, влажный. И в духовке запекаем этот кекс, чтобы он не был сухим. И когда он будет остывать, он будет влажным. Когда я первый раз его готовила, и его попробовали, мне сказали: какой у тебя необычный чизкейк. О чем это говорит? У человека была ассоциация с чем-то творожным, возможно, жирненьким и нежным. И очень интересно вкусовое сочетание нута с чем-то кисло-сладким. Поэтому берем темный изюм, светлый изюм, он очень сладкий, а темный более кисленький, либо черная смородина, как у меня сейчас. И еще я хочу вам предложить сделать для этого кекса глазурь кисло-сладкую. Поэтому можно взять, например, гранатовый сироп, допустим, чернику, сейчас сезон летних ягод, либо также из смородины, то есть что у вас найдется под рукой, главное, чтобы оно было кисленько-сладенькое. А вот и наш кекс! И сверху хочу его покрыть гранатовым соусом, потому что он тоже кисло-сладкий. Кексу дайте остыть и пригласите кого-нибудь, чтобы вместе им насладиться.
У меня сейчас на кухне стоит такой потрясающий аромат от этого кекса, что очень здорово, когда ваши долгоносики или гости приходят домой, а у вас стоит уютный аромат. Друзья мои, кекс необыкновенно вкусный. Я из нутовой муки готовлю выпечку уже не первый год. Муки, вот, оговорилась. Да, раньше я использовала нутовую муку, но сейчас вот здесь, вот, к примеру, у нас в Англии найти ее не могу. И я придумала перемалывать нутовый горох и открыла для себя что-то новое, потому что когда она мука, это мелкая крошка, и кекс всегда получался очень плотный. А за счет того, что мы его в блендере перемалываем, он получается хлопьями, он получается рассыпчатый, совершенно другой. Смело покупайте нут, замачивайте его, часик отварили, водичку слили, он остыл и сделали из него хлопья. Обожаю выпечку из нута. За то, что ее можно кушать даже во второй половине дня. Мы же не муку едим, а нутовый горох. А те, кто сидит на диете, как раз и предпочитают высокобелковую пищу, кекс как раз таки для вас. Друзья мои, готовьте! Что облизываться, пускать слюни и мечтать? Нужно приготовить и наслаждаться. Всем желаю приятного аппетита, жду от вас лайки. Думаю, что для многих из вас использование нута в качестве муки или нутовой муки в будущем, это для вас открытие. Жду от вас комментарии. Всем желаю приятного аппетита, улыбок, тепла и добра. Не облизываться, готовить. Ага. Ребята, мак. Мак. Мак мы не замачиваем, мы его не проварим. В этом кексе он обязательно должен быть сухим и будет щелкать, что тоже добавляет особенную изюминку в нашем рецепте. Я еще хочу кусок. Пусть это будет моим ужином. Ага. Еще кусочек. Я не знаю, как остановиться. Это слишком вкусно. Я вот съела один кусок, сейчас съем второй. И как остановить себя не есть третий, я не знаю. Объявляю сегодняшний вечер читмилом. А завтра снова на диету. На нутовую. С кексом. Но это помрачительно вкусно. Я обожаю мак. И когда он там щелкает, это вообще кайф. Это очень вкусно. Кусок, 2, третий. Как весь не съесть, я не знаю. Долгоносик пройдет мой. Дома стоит такой вкусный аромат, а кекса нет. Я же могу быстренько еще приготовить. У меня запас отварного нута. Какой большой. Готовим, пробуем. Блин. Друзья мои, еще раз повторюсь. Готовим, пробуем и кайфуем. Some special dessert for my hungry долгоносик. This is my favorite dessert. I don't know what to say, just it's nice. Very tasty. It's the best dessert. I love it. I think you should do another one tomorrow. Chickpeas, it's amazing. I think not a lot of people try to bake with the chickpeas and or use chickpeas flour. I think they should try it. They will have a pleasant surprise. I love it. Cheesecake. I won't stop now. It's 10 o'clock. And what? It's healthy cake. Yeah. It's creates addiction. This cake. You take one bite and then you eat the whole cake. I think good name for a cake, crazy cake. Delicious cake. Yeah. Last one. Are you doing tomorrow another one? Bigger I maybe. will bake.
Make it bigger, please. 2 kilos. Do you want to This is leave a- this for tomorrow or no? I can finish this cake so we won't think about it tomorrow. И остались только крошки. Нет, не остались. Nothing. There. Nothing. You better start cooking, baking now for tomorrow. I told that today the day of cheat meal. If you try just one piece, you can't stop. It's true. Like a drug. Chickpeas drug. Chickpeas addiction. I love the texture. It's very tasty. And for me, tastes more like the cheesecake. Chickpeas cheesecake. Oh, we are enjoying. No more worries now. That's it. We finished. Double, triple. Thank you. Thank you.